Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад. Узнай будущее, к чему все идет. Или что изменит ваши планы. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 21 по 31 декабря. Последние дни уходящего года, когда мы строим планы на будущее, подводим итоги. Вот давайте узнаем подсказки карт и каковы события ближайшего будущего, по крайней мере, энергетику этих дней, как видят карты. Я должна сказать, мои дорогие козероги, и вы где-то это можете прочувствовать, потому что транзит Нептуна, он касается всех знаков зодиака, несмотря на то, что Нептун – это управитель рыб, и он находится сейчас как раз в своем знаке. Но вот эти энергии, которые, как смена даже энергии, я бы сказала, переход с 7 по 8 декабря из ретро-движения в прямое движение планеты Нептун может быть связано с тем, что мы узнаем какую-то тайну. Или перед нами какое-то событие словно раскрывается. Мы можем сами словно прозреть, увидеть какую-то новую концепцию или как-то по-другому. Мы можем получить какое-либо известие или предложение, перед нами открывается возможность. В целом нам придется себя, несколько менять. Для кого-то из вас, поскольку хоть и произошел этот транзит уже, но это не есть отдельный какой-то пункт, который происходит в одной точке времени. Чаще всего это то, что может плюс-минус 2-3 недели где-то продолжаться. И поэтому кто-то из вас уже столкнулся вот с какой-то новостью или с какими-то событиями на тот момент, когда вы смотрите видео. А для кого-то из вас вы с этим можете еще теоретически столкнуться. Может быть, это будет касаться просто именно вашей какой-то перезагрузки. И это происходит, или более даже, влияет на всех, но более остро чувствуют знаки воды и знаки земли. Ну, а для знаков Земли что-то еще будет продолжаться. Опять же, почему? Потому что Уран, планета инноваций, находится в знаке зодиака Телец, опять же, ваша стихия. И по конец января Уран в Тельце в ретро-движении. Поэтому мы еще можем из прошлого какие-то вопросы пересматривать, решать, что-то согласовывать, и уже в прямое движение перейдет Уран и останется опять же в Тельце. Это все то, что ознаменует благополучие. Так вот, февраль-март там могут быть какие-то более быстрые события или сам темп может ускоряться. Ну, давайте узнаем. События ближайшего будущего, события ближайшего времени, как видит колода Ленорман. Будем реалистами, конечно. Любой расклад и личная история каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. И на колоде Таро первая карта – неожиданность. Пусть это будут какие-то сюрпризы для вас, но перезагрузка даже планетарно для каждого из нас, она как будто предусматривается. Ну и обстоятельства мы видим, что происходит вокруг нас. Мы все меньше и меньше как бы удивляемся. Даже то, что было невозможно, теперь мы понимаем, очень даже может быть. Вторая карта – в чем ваша сила, что вам самой идет в руки, что вам помогает, что словно за вас. И по основным сферам жизни – дела, работы, бизнес, учеба, документы, энергия, денег, личная жизнь. Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. И каковы же события? Ну вот, сильная позиция. Люблю эту карту. Ключ. Нет ничего невозможного. Ключи, самое главное, в ваших руках. Вы как будто уже себе какие-то намерения, цели поставили. Иными словами, дверь имеется. И осталось только этот ключ поставить в замочную скважину и повернуть. Но эта карта будет еще и говорить о вашей мудрости, безусловно, потому что вы, как тот человек, можете быть, к которому к вам могут обращаться в эти 10 дней за помощью, за поддержкой, за, может быть, каким-то советом дельным, как поступить в той или иной ситуации. Это ваш, в принципе, как статус в обществе может быть со знаком плюс и в рост одновременно, потому что вы знаете, как преодолеть, может быть, какую-то преграду
или вот эту самую закрытую дверь. Я должна сказать, что в принципе закрытых дверей для вас нет. Но, вам в этом помогает мудрость. А еще, кроме всего, это денежная карта, мои дорогие, и для кого-то из вас, по части денег тут тоже какие-то очень знаменательные события или получение денег. Потому что бубны прорисованы на этой карте внизу. И 33, если мы сложим, это 6, а по нумерологии любое 6 число, как бы, если мы переложим на карты Ленорман, Таро, это всегда победа. Поэтому у кого-то получение денег или решение каких-то финансовых вопросов, или согласования какие-то в банках, пересмотр, может быть, кредитов. Тут самые разные концепции. У вас все получится, мои дорогие козероги. Белая карта. Карта вот эта, когда белая выпадает, она просто говорит нам, хочет сказать, что правильно, козероги меня смотрят, да, но ведь объединяет вас один знак зодиака, а жизнь, она у каждого по-своему идет. И поэтому у каждого будут свои двери, у каждого будут свои задачи, у каждого какие-то свои нюансы будут. И помните, наверное, она как будто усиливает значение предыдущей карты, что все ключи в ваших руках. Нет ничего невозможного. Есть и то, что не может быть продолжено. Тоже своего рода завершение и перемены. У нас как будто шестерка треф, если мы говорим и помним, да, изображена. 6 – это всегда победа, а трефы – это дела, работа, бизнес и деньги. Если мы просто на карты переведем, обычные игральные карты, или 52 карты колода, но тогда, значит, все равно есть какое-то доброе завершение, или когда вы видите буквально плоды труда своего. Но еще и 36 прописано, это уже число 9. Да, вот как 9, которое может меняться и на 6, а потом переворачивается это и 9 становится. Ну, немножко пофантазируем. И 9 – это уже перемены. Поэтому у вас что-то завершается и начинается как бы как с чистого листа. Вот эта карта крест – делится наша жизнь на период до и после, какая-то перезагрузка. И у каждого, понятно, в своей какой-то сфере жизни. Конечно, мы говорим, я поставил на чем-то крест, и это буквально завершение чего-то. Но нам здесь, посмотрите, словно путь какой-то освещает солнце, именно восходящее солнце. И это новые планы на будущее, и это, безусловно, новые возможности вас уже ждут. Значит, можете вы в эти 10 дней между прошлым и будущим как-то наиболее остро в какой-то сфере жизни или из сфер жизни вы можете, козероги, прочувствовать. Давайте откроем еще 4-ю карту. У кого-то в личной жизни такая произойдет перезагрузка. Может быть, это планы, когда вы будете уже... Раньше это было знакомство или была какая-то дружба, а вы будете строить уже вместе отношения в более таком серьезном формате, с оформлением этих отношений. Вы можете уже продумывать вдвоем в вашей паре, что вы будете делать дальше. Для кого-то из вас, я этого не отрицаю, в эти 10 дней вы можете куда-то отправиться, вас могут куда-то пригласить, и тогда соглашайтесь. Вот тут на что-то нужно точно соглашаться, потому что ключ. В какие-то двери вы можете войти и там повстречать человека, который вам словно по судьбе. Здесь что-то иррациональное вам тоже нужно принять. Или, может быть, если какой-то даже человек возвращается в вашу жизнь, а это как раз с Нептуном связано, ну и не только с человеком, как бы, да, тут в целом могут пересматриваться вопросы по части работы, вашей занятости, может быть, откуда к вам приходят деньги, все то, что с приставкой «пере», пересмотр контрактов, как и по работе, пересмотр брачных контрактов, пересмотр соглашений, пересмотр бумаг или каких-то важных бумаг по банкам, по финансовой деятельности. Вот все то, что какая-то перезагрузка для того, чтобы, знаете, профильтровано что-то в нашей жизни было. И то, что уже не имеет смысла, мы оставляем позади. А то, что может быть продолжено, то, что для нас означает прогресс, мы должны взять с собой в будущее. Вот момент перехода. И то же самое где-то может касаться отношений. Но
Я не исключаю того, вверху белая карта. Знаете, мои дорогие козероги, вы можете отправиться, к примеру, для тех, кто один или одна. Вам, наверное, будет для вас очень важно в одиночестве, для тех вот именно, кто в сольном варианте, не встречать праздники, а куда-то, ну, себя обязательно определить, быть в социуме как минимум, потому что вы можете как раз проститься с этим самым одиночеством или встретить какого-то человека, который вам словно по судьбе, по душе, вот сама судьба вам помогает. Неожиданности давайте узнаем. В неожиданностях вы могли, правда, столкнуться с какой-то, ну, реальностью, когда вам нужно приложить определенные усилия и буквально сохранять себя, сохранять свое, спасать свое добро. Опять же, смотрят люди из разных стран. Есть какая-то реальность, вокруг наводнения, а двое спасают свой скарб, мешки, буквально и не обращают ни на что внимания. По семерке жезлов на нас могут как раз и воздействовать через информацию, через новость, но основная концепция – это себе не навредить, не начать участвовать в каком-то деле или не заниматься какой-то многозадачностью, потому что сейчас время для вас самих лично или для ваших планов, для ваших проектов. Значит, какой-то проект должен быть продолжен, но, возможно, есть какая-то еще неопределенность. Вам еще предстоит открыть какие-то новые двери. Вы можете словно быть в замешательстве, что мне делать. Поэтому максимально сохраняйте самого себя и перекладывайте на какую-то новую реальность ваши намерения, цели, планы. И, ну, какие-то очень аккуратные должны быть действия. Тут самое главное не потратить собственные силы впустую будет. Поэтому, может быть, мелкие шаги, если мы узнаем что-то новое, или как мы можем продолжить какой-то проект, или как мы можем продолжить какую-то работу, или какие-то отношения, или пусть это касалось перемещений, поездок, каким образом, может быть, документы какие-то мы должны оформить. Все же какая-то перезагрузка, она предполагается. Но это именно ваши личные действия или то, что касается лично вас, а не кого-то другого. Давайте посмотрим, в чем же ваша сильная позиция, что само идет в руки, правда? Вы можете столкнуться даже с обстоятельствами непреодолимой силы или для кого-то вот этот Нептун, который переходит из ретро в прямое движение напрямую, это как новость, которую вы не ожидали, вы ее получили, теперь понимаете, что да, вот как я действовал, или как я работал, или как я жил, теперь это не может быть продолжено. Мне нужно отстроить совершенно новую стратегию и тактику. Но тем не менее, эта башня, хоть и башня, да, казалось бы, рушится. Вот это старое дерево, как дуб, нам оно казалось надежным на века, но от попадания молнии мы видим, что нет, трухлявое было дерево, что-то было ненадежное. Так вот, для вас хоть камни с неба, а вам это помогает. Вот переложите то, может быть, новость или то, что у вас вроде бы не может быть продолжено. И вы можете где-то испытывать даже страх, или, может быть, обостренное чувство опасности, может быть, еще непонимание, как действовать правильно. И тем не менее, вот такими сложными энергиями высшие силы пространства вас могут заставлять пересмотреть какую-то концепцию полностью. И у каждого в своей сфере жизни, у кого-то личная жизнь, у кого-то вопросы работы, заработков или новых каких-то поступлений или нового заработка, дополнительного дохода. Новые перспективы открываются. Ведь раньше карта башня это изображалась как тюрьма, мои дорогие. Мы к этой тюрьме вроде бы как привыкли. Мы думали, что ну, это что-то надежное, это стены. Мы их потрогать могли, и нам казалось цитадель. А здесь мы понимаем, что нет, не цитадель. Стены рушатся. И мы можем испытывать вот эту невесомость. Нас словно мы в каком-то шторме можем находиться. Но для вас вот это свежий ветер будущего. Правда, между прошлым и будущим какие-то вопросы вам придется решать. Дела, работы, бизнес давайте раскроем. Двойка чаш. Я вам могу сказать точно, не случайно карта ключ. Вот когда выпадает эта карта, почему я ее люблю? И хоть камни с неба, а вы для себя сделаете что-то настолько хорошо,
как прежде бы вы, мои дорогие козероги, не сделали, потому что не было бы возможностей. Задача увидеть эту возможность. И через ваши контакты, через вашу лояльность, через диалог, через умение договариваться, дипломатию, все вопросы по делам вы можете решить, или почти все, закрыть, прояснить, договориться, выстроить какие-то новые отношения. И пусть у кого-то даже буквально на работе происходят изменения, значит, вы укрепляете свои позиции. Если происходят уже какие-то перемены, они, допустим, касаются важных бумаг, документов, значит, есть возможности, мои дорогие. Тут ведь, вот посмотрите, дублируются карты, и несмотря на достаточно сложные, как в неожиданностях, так и ваша сила, как ни странно, в башне, то вот это удовольствие своего рода от жизни вы все-таки можете получить. Может быть, потом, оглядываясь назад, вы себя не раз поблагодарите, что даже столкнувшись с собственной тенью, вы на что-то решились. Какая-то перезагрузка в вашей жизни, хотя это карта любви, для кого-то может быть личная жизнь по части оформления ваших отношений. И кто знает, для кого-то ведь башня может проиграться так, что раньше законы препятствовали тому, чтобы вы были вместе, а здесь выйдет какой-то подзаконный акт, и пусть для кого-то он будет означать разрушение, а для вас он будет означать новые возможности. Вот такой очень тонкий нюанс переложите на свою жизнь. По финансам мы можем ожидать, ведь это карта ожидания. Принцесса жезлов. Но это не пустое ожидание, мы знаем, что мы ждем. Может быть, и деньги, правда, у кого-то задерживаются. Помните, у вас ключи, и значит, вы строите какую-то новую финансовую стратегию. Более надежную, нежели вот эта башня, как трухлявое дерево. Здесь что-то для вас будет с большим пониманием, раз, и с большей надежностью, уверенностью, два. Но карта предполагает, что какая-то пауза все же может последовать. Может быть, и вы сами будете куда-то, опять же, не торопиться, потому что не хочется себе навредить. Есть то, что должно быть для вас словно прояснено с точкой. И хоть и обстановка вокруг непонятная, но важные шаги предстоит сделать. Это, знаете, как сделали один шаг, и нужно осмотреться. Потому что трансформация вам помогает, но какой-то прежний опыт, мы на него опереться не можем. Вот переложите какую-то ситуацию на финансы. Для кого-то из вас это будет означать, что вы будете просто, где-то рассматривать новые формы сотрудничества по части взаиморасчетов. И надо сказать, в этот период и где-то, если Уран в Тельце, мы столкнемся с тем, что смена фондовых рынков или какие-то там изменения валютных рынков, изменения в системах взаиморасчета тоже будут. И прежде чем мы с чем-то определимся, мы не можем это сделать наспех. Вот как раз об этом, что мы не делаем наспех, и говорит карта. И у вас это выпадает на финансы. Личная жизнь. Деньги есть, деньги будут. Вот нам говорит эта карта. Сильная у вас позиция, это еще раз нам подтверждает. И опять же 6. По этой карте, пусть на личную жизнь, какая-то возможность, словно помощь ангелов высших сил. Это как по судьбе нам что-то пространство посылает. Здесь может проиграться как помощь вашего партнера, деньги вашего партнера, или какая-то новая концепция взаимодействия. Может быть, прежде даже у вас для семейных людей все понятно. Тут как раз все со знаком плюс и прогрессом. Но для тех, кто был прежде в сольном варианте, здесь как раз вы можете задуматься о том, чтобы быть уже вместе, в паре. Какой-то человек вам может откликнуться или прийти на помощь для того, чтобы буквально какую-то задачу лично вашу решить. И пусть она даже не касается истории любви. Либо наоборот, у кого-то история любви и продолжение и дружбы, и отношений. И тогда это будут люди по судьбе. К вам могут возвращаться в этот период люди, и если это происходит, и возвращается человек из прошлого. Не отталкивайте, значит, для чего-то это нужно. Но деньги есть, это сама по себе карта благополучия, надежности,
уверенности. Единственный момент по тратам. Всегда эта карта говорит, помни, рука дающего может завтра стать рукой просящего. Поэтому, может быть, для кого-то проиграется с учетом принцев жезлов. Банально, что обстановка сейчас вокруг такова, хотел даже или хотела сделать какие-то более такие богатые подарки, а вот нет, обойдусь знаками внимания. Вот у кого-то и так может проиграться. Совет. Тройка пентаклей, всегда тройка – это будущее. И вот в этой как раз колоде, и в принципе тут прорисовано просто, словно художник сдает экзамен по своему творчеству, он прорисовывает портрет. И вполне вероятно, у кого-то это совпадет с экзаменом, и тогда экзамен вы как-то благополучно сдадите, или, по крайней мере, останетесь довольны. А для кого-то это экзамен жизни между прошлым и будущим. Может быть, и есть какие-то предложения. Но если мы рассматриваем как карту совет, вот вам нужно отталкиваться именно от будущего. Не от того, что мы пользуемся какими-то прежними методами, а когда мы как раз подводим итоги и допускаем что-то даже иррациональное в нашу жизнь. Давайте я достану еще одну карту. С какими энергиями, мои дорогие козероги, вы входите в 2025 год? Как между прошлым и будущим, как раз тройка мечей очень хорошо олицетворяет именно в этой колоде. Была какая-то прежде, как башня, считайте. Может быть, у кого-то это было связано с такими глубокими разочарованиями в конкретном человеке, у кого-то с предательством или с какими-то известиями, тоже сложными. Опять же, вы могли отстроить какую-то свою концепцию, стратегию, тактику, а потом понимаете, что нет, это не может быть продолжено в силу объективных причин, которые вы изменить не можете. Это своеобразный стоп, который происходит в нашей жизни, и мы понимаем, что в прежней концепции мы не можем идти дальше. Но здесь, обратите внимание, это всегда карта из прошлого. Прошлое завершается. Словно 3 меча, ножа пронзают землю, и уже вот это острие, то есть нас уже что-то не ранит. Наступает здоровое равнодушие и одновременно мудрость, мои дорогие. 3 мудрые птицы. Вот в этой колоде мне нравится, как тройка мечей прорисована. 3 мудрые птицы находятся на рукоятке: филин, ворон и сова. Вот оставьте какую-то прежнюю ситуацию как опыт. Теперь карта тоже говорит, опыт вам прежний какой-то будет помогать. Но это опыт, который не вызывает уже никаких эмоций. Все, что могло, оно случилось. Все, что было, вы уже словно пережили. Но для вас это дает своеобразный панцирь, надежность, потому что впереди, птицы нам тоже изображены на карте, мы еще столкнемся с какими-то подобными событиями. Или придут какие-то новости разрозненные, информация какая-то самая такая разношерстная, разная. И мы будем очень мудры, потому что мы не совершим каких-то оплошностей, которые, возможно, мы совершили прежде. Какая-то и прежняя история для вас, словно вот эти 3 меча. Все, закончилось. И вот уже это не имеет никакого значения. Вы оставляете практически прошлое в прошлом. И жизнь делится между прошлым и будущим. Вот такие энергии можете вы где-то продумывать о том, как же, или вспоминать где-то в эти 10 дней уходящего года, что вам довелось пережить, может быть, и по Плутону, мои дорогие. Уже теперь Плутон в Водолее. Вот это самая перезагрузка. Может быть, еще и что-то продолжится. Некоторые вопросы по части, жезлы, двойка жезлов, хотя это карта партнерства, и ее можно расценивать, кстати, как какое-то партнерство, оно будет продолжено, об этом карта, безусловно, говорит. Но и еще что-то будет определяться, если мы вспомним про Уран в Тельце в 2025 году. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.